Заработало? Ого. Надо посмотреть, как это все выглядит. О, все здесь уже. Все уже, да? Да. Ага. Доброе утро, друзья. Сегодня предлагаю поговорить на тему локоть. Это тот учебный процесс, который нам просто необходим. Мы его прервали и теперь продолжаем. Тема на лекциях, в которой мы остановились, по-моему, как раз была свободная верхняя конечность. И у нас с вами будет локоть. Он будет вот здесь, потом будет появляться. Вот. Нам нужна определенная схема локтя. Вот, и с нее мы, собственно говоря, и начнем. Что нам нужно? Плечевая кость. Ух ты. Плечевая кость. Имеем головку плечевой кости. Вершину. Опускаемся вниз. По пути через большой бугор и малый бугор. Две точки, которые находятся здесь. Переходим на тело кости внизу. Посередине тела кости находим возвышение дельты. Сюда будет прикрепляться дельтовидный мускул. В эту точку будет приходить. И в нижней части увидим такое расхождение костяных двух мыщелков одной и другой стороны. И посередине, по оси этого пространства будет зажат блок. Суставной блок. Он выглядит в виде вот такой бабочки, но в объеме он выглядит вот так. То есть это такая объемная штуковина. Находится вот здесь и здесь. И рядом с этим блоком с наружной стороны находится головка. Блок, вот такой круглый объем, куда будет прикрепляться лучевая кость. Здесь у нас будет территория луча, которая сюда прикрепится. Здесь будет территория, куда прикрепляется уже локтевая кость. То есть такое два объема прикрепления. Вот эта точка вращения, вот эта часть, вокруг которой происходит в этот момент поворота в одну и в другую сторону, он для нас становится самым главным, и поэтому мы рассматриваем теперь только вот эту нижнюю часть. Будет вот так. Окончание тела кости в сечении сужается, потом идет расширение, и в основании возникает вот этот блок, объем. Именно к этому блоку, к этому объему, сюда прикрепляется локтевая кость, которая совершает только сгибание и разгибание в этом объеме, поэтому обязательно у локтевой кости возникает вот такая полулунная вырезка, которая соответствует блоку, да, объему, который она собирается обнять. Потом она переходит в два костяных выступа, один локтевой, другой венечный. Соответственно, вот это у нас будет локтевое, это будет у нас венечный. Потом переходит в локтевой бугор, и локтевая кость начинает двигаться дальше в эту сторону, пока не закончится мыщелком, который у нас будет находиться вот здесь. Эта часть это локоть, мыщелок. Вот. Прошли, увидели этот объем. В результате вот такого положения кость двигается и вращается. Она вращается, соответственно, вот в этом направлении сюда вверх и вращается вниз. Соответственно, вот это состояние согнутой руки, теперь мы попытаемся ее выпрямить. И что мы получаем? Мы получаем вот этот локтевой отросток, который у нас здесь есть, который должен упереться вот в эту часть. Как только он упирается, это максимальное положение разогнутого плеча. Соответственно, обхватываем блок, локоть, выходим сюда вниз и получаем вот такой полноценный объем с бугорком, находящимся в этой части. Но если мы полностью согнем локоть до конца, то мы получим следующее положение. Вот этот отросток венечный упрется в венечную ямку, то есть упрется вот в это состояние венечной ямки вот здесь. И как только он упрется вот в эту часть, вот сюда, соответственно, движение тоже закончится. То есть движение заканчивается, когда локтевой отросток упирается в плечевую кость, и когда венечный отросток упирается в это же положение. Как только он упирается сюда, локтевая кость с таким положением оказывается вот в этом и вот в этом положении. В результате возникла очень интересная история. История перемещения локтя, который мы постоянно видим. И это будет происходить так. То есть мы видим вот эту верхнюю точку, мы видим потом точку среднюю и потом точку окончания. То есть получается, что у нас есть вот такой лимит изменения положения локтя, который мы видим. В результате такого положения, что мы всегда будем наблюдать? Мы будем наблюдать следующую тему. То есть мы будем, например, видеть размер плеча, размер объема плеча дельта, трицепс,
точка прикрепления. Сюда бицепс, этот объем. Потом будем видеть предплечье. И вот с этой стороны, тут у нас грудные мышцы, тут у нас спина. Сюда выходящая, в эту вот часть. Так вот, на вот этой территории, где будет находиться локоть, при выпрямленном состоянии, когда у нас рука выпрямлена, то вот эта территория локтя, которую мы видим здесь, вот эта первичная точка, пусть она снова у нас будет какой-нибудь такой, вот эта первичная точка. В момент, когда локоть сгибается, переходит вот отсюда, вот в это положение. И сократившийся бицепс, сократившееся предплечье уведет руку вот сюда наверх. Вот в этой части рука окажется большим пальцем вот в этой части. Как только мы перешли вот на этот край, перешли сюда, то расстояние трицепса вытянулось, и состояние руки резко изменилось. То есть до этого момента мы имели одну картинку, теперь мы имеем совсем другую структуру. То есть теперь мы видим, что бицепс оказался коротким, сокращенным вот здесь. Территория предплечья, которая была здесь, уменьшилась вот настолько по длине, но локоть, который находился вот в этой оранжевой точке, теперь оказался вот здесь. То есть он переполз вот на это расстояние. В результате длина плеча, которая была вот такая и измерялась до локтя, теперь становится не вот такой, а теперь становится изначально вот такой, то есть длиннее. В результате вот этого пространства, вот этого изменения величины, и происходит очень интересное ощущение. Там надо будет дверь открыть, если можно. Ага, спасибо огромное. Вот, вот такое изменение длины плеча, которое находится здесь и здесь, вот в этой части, такой очень важный момент с точки зрения рисования, то есть с точки зрения пространства. Вот, и теперь мы попробуем это сделать вот так. Переключаем на стол. И вот у нас с вами этот локоточек. То есть вот у нас есть с вами вот эта красивая штуковина в виде локтя, который у нас находится вот здесь, вот этот отросток. Вот локтевой отросток, вот, соответственно, венечный отросток. Вот наш блок, который находится у нас с вами вот здесь. Вот этот блок. Раз, два. Раз, два, вот эта территория. И вот идет головка, вокруг которой потом будет вращаться лучевая кость. Вот. Так вот, этот момент сгибания и разгибания происходит примерно так. То есть вот в эту ямку упирается вот этот край, сюда раз и два, и упирается в другую сторону венечная. Вот так вот, венечный отросток в венечную ямку. Раз. И то же самое происходит при обратном движении. Вот так вот, раз, упирается вот это вращение здесь. И здесь вот этот механизм вращения. Раз и два. Как только мы определили вот это расстояние, то видно, что вот этот вот бугорок, который у нас есть вот здесь, он как раз и переползает из этого состояния в состояние укороченного. Вот такая у нас замечательная будет с вами кисть, кость, предплечье. Вот. Так, теперь возвращаемся на планшет. Возвращаемся в эту историю и поехали. Так, как только мы разобрались с этим положением, в этой части, то теперь нам нужно понять, как этот локоть вырисовывается. И попробуем это сделать на примере таком. Значит, мы вырисовываем с вами сразу руку. Вырисуем, например, вот такое положение руки, где у нас есть локоть, поворот, бицепс, дельта, край, раз, два. С этой стороны крыльмон, ключица, сюда наверх и кисть, которая будет находиться здесь наверху. Итак, разбираем теперь внутреннее строение. Попробуем. Поехали. Так, значит, внутрь врисовываем кость. Итак, что мы будем видеть? Мы будем видеть всегда вот этот наружный мыщелок ключевой кости, который передает вот такое положение от наружного мыщелка плечевой кости на внутренний. Вот здесь у нас с вами будет находиться головка плечевой кости
Соответственно, она через все пространство движется вот сюда вовнутрь. Раз, вот в эту часть. И движется вот сюда. Соответственно, здесь у нас с вами находится головка для лучевой кости. Здесь у нас с вами находится блок, в который будет крепиться локоть. Вот, и поэтому вот эта территория локтя, которую мы сейчас видим, здесь и здесь, она уходит вот так вовнутрь, обнимает это пространство. И вот к этой точке, вот сюда напрямую, образуется всегда вот такой видимый край поверхности. Вот эту линию мы будем всегда видеть, всегда прощупывать на всем протяжении формы. Все, что находится внутри, то есть головка плечевой кости, тело плечевой кости, мы не видим. Мы видим только вот эту точку. Это точка крепления дельты. Она обязательно нужна, потому что сюда прикрепляется пространство. И точно так же пространство всего объема дельтовидного мускула, который будет находиться здесь. Вот. И здесь же мы видим вот этот мыщелок. Для чего мы это сейчас делаем? Для того, чтобы понять один очень простой механизм. Если каким-то образом взять вот это направление кости здесь, вот этой части, то направление бицепса, который будет находиться вот здесь, будет соответствовать этой же величине. Раз. И этот же объем дельта, который находится здесь наверху, будет соответствовать этому же повороту формы. Когда вы поднимаетесь по плечевой кости, то вот эта точка здесь и весь этот край будут сохранять эту параллельность вот этих направлений, и будут сохранять параллельность вот этих направлений. Почему это происходит? Потому что внутри этого объема, то есть внутри этой части, здесь, происходит только одноосное вращение, то есть вращение вокруг одного направления. Никаких смещений в эту сторону или смещений в эту сторону в данном случае здесь не происходит, поэтому возникает некая абсолютная параллельность вот этой линии. И если чувствовать вот этот микроплан, вот этот поворот этой кости, то вы все время будете чувствовать эту же параллельность в бицепсе. Отсюда и следующее очень интересное положение, которое, конечно, вы тоже чувствуете, это масса прикрепленных мышц предплечья, которые дают вот такой поворот. То есть мы видим перпендикулярность отношения формы здесь к этой части, здесь и здесь. Она невольно возникает также и по перпендикулярность вот этого края плечевой кости по отношению к бицепсу также возникает вот здесь. И дельта в данном случае дает такое же положение. То есть все время присутствует вот этот угол 90 градусов между одной и другой плоскостью. Также присутствует и вот этот угол локтя. Не надо рассматривать этот локтевой бугорок как структуру не объемную, ну то есть не квадратную. Конечно, надо заставить себя увидеть вот эту поверхность, увидеть вот этот край, увидеть вот этот мыщелок. Несмотря на то, что внутренний мыщелок почти никогда в этом положении не виден, и наружный мыщелок не виден, но на самом деле он очень хорошо ощущается за территорией мышц предплечья, которые будут находиться вот в этой части. Если эти мышцы предплечья рассматривать, вот, то мы увидим следующее. У нас всегда будет масса мышц, находящихся здесь и здесь, вот в этой части, которые его перекрывают. Но именно он и является основой вот этого поворота вот здесь. Это одно из основных правил. Теперь вернемся к... вернулись. Новый слой. Попробуем теперь сделать так. Теперь нам нужно увидеть руку в обратную сторону, то есть с обратной стороны. Представим себе ситуацию, что мы теперь рассмотрим ее фронтально и будем видеть так. Будем видеть так. У нас есть опять плечевая кость. Бугорком. Спускаемся сюда вниз. Мыщелок. Раз, два. Это к этой территории. Что произойдет? Локтевая кость по оси, прикрепляющаяся к этой поверхности, к блоку вот этой части, здесь и здесь, она прикрепляется не вертикально, она прикрепляется с небольшим углом, то есть она отходит вот так в сторону. Угол этот незначительный, но с точки зрения рисования имеет огромный смысл, потому что вот эта линия, которая у нас прошла здесь, ось плеча, которая проходит здесь, которая даст нам впоследствии такой объем бицепса, прикрепляющегося к лопатке сверху, проходящий сюда вниз, под основанием сюда вниз, к клювовидному отростку, то есть дает вот такой выход.
Поэтому бицепс, выходящий сюда, по направлению вот этого луча, будет крепиться к территории лучевой кости, которая находится вот здесь. И поэтому бицепс будет поднаправлен вот в эту часть. Вот, поэтому изначально нам нужно увидеть, что наша локтевая кость имеет вот такое крепление. Раз, два. Вот такая величина. И спускается вниз. Вот в эту часть. Сюда. Из-за этого практически всегда по силуэту, когда вы рассматриваете руку, то будет происходить следующее. Раз, поворот, два, поворот. Объем. Спускаемся вниз. И вот этот мыщелок, в отличие от наружного мыщелка, будет выступать. И линия пойдет в эту сторону. Здесь будет линия бицепса, которая прикрепится к лучу. И поэтому вот этот наклон всех сгибателей, которые находятся с этой стороны, переходящего в эту сторону, он всегда будет выдавать нам вот этот мыщелок, находящийся снаружи, с внутренней стороны. Этот мыщелок, он всегда присутствует. В результате такого положения здесь возникает еще выход плечевого мускула с этой стороны, это его территория. Он будет вот здесь находиться, потому что он как раз прикрепляется к локтевому, к венечному отростку локтевой кости. То есть пойдет вот эта территория. Вот сюда выходящий будет раз, форма 2, потом вынос на вот этот мыщелок внутренний, и потом разворот уже силуэта. Здесь же все мышцы предплечья, которые находятся наверху, лучевой, локтевой, плечо-лучевой мускул, они будут находиться вот в этой части. Вот этот объем будет находиться здесь, и он передаст эту форму. Вот такое как бы строение. Теперь то, что происходит изнутри, с внутренней стороны. Опять же, вырисовываем сразу структуру плеча. Теперь врисовываем структуру предплечья. И вот что мы будем видеть. При таком положении мышцы предплечья, при таком развороте, делают следующую вещь. Они накрывают собой территорию бицепса. То есть получается вот такой момент захвата массы. Раз, бицепс уходит сюда вниз, и спускаясь вниз, мы видим эту массу плечи лучевой, да, которая находится здесь. Потом короткий и длинный и короткий лучевые двигатели, которые дают нам вот эту массу объема здесь. Бицепс будет уходить под них, то есть под это вот внутреннее пространство сюда, и уходить во внутреннее пространство сюда. Здесь бицепс всегда прячется вот в эту территорию, уходит сюда вовнутрь, дельта находится вот здесь. В результате возникает та же самая история постоянного отслеживания вот этого края локтя, который находится вот здесь, за вот этой точкой. Вот эта линия с перпендикуляром раз, с перпендикуляром два отношений. Раз, два. Все время такие взаимоотношения. Поэтому вся вот эта поверхность, внутренняя поверхность здесь, будет всегда перпендикулярно к этому краю. Очень удобно ощущать вот это пространство внутреннее, которое будет находиться здесь. Теперь нам нужно посмотреть это, посмотреть это вот тут. Итак, что мы должны дальше увидеть? Есть следующий механизм, который для нас очень важен. Если локтевая кость давала нам только сгибание, то лучевая кость создает эффект, который называется эффект супинации и пронации. Что мы будем видеть? Вот в этой точке, желтый карандаш, вот в этой точке происходит момент вращения лучевой кости относительно локтевой, и она будет вот так разворачиваться в это положение. То есть что мы увидим? Мы видим, что через головку плечевой кости вот здесь происходит вращение или поворот лучевой кости вокруг локтевой. Локоть при этом, вся вот эта линия, остается всегда стабильная. Вот он, где карандаш лежит. Вот. Вращается только луч. То есть вращается только лучевая кость. Она за собой тянет всю кисть. Происходит вот такой момент перекрещивания пространства здесь и здесь. Вот такой поворот. Вращение идет вот в этой точке. Вот сюда. Обратите внимание на вот этот маленький бугорочек, который находится вот здесь. Вот эта территория. Потому что он сейчас и будет на себя наматывать бицепс. Потому что бицепс, прикрепленный к этой точке, когда она разворачивается вовнутрь, ныряет во внутреннее пространство и наматывает на себя бицепс. За счет чего бицепс удлиняется. Соответственно, в верхней части, вот здесь, где происходит момент соединения лучевой и локтевой кости, происходит момент обматывания вокруг такого бугорочка кругленького вот здесь. И поэтому край лучевой кости, он скользит вокруг этого краешка, вращаясь здесь и здесь. Вот такое обматывание. Вот этот эффект, который называется, когда рука поднята вверх, называется супинация. А вот этот момент называется пронация. То есть ладошка вверх супинация,
Вот. Это ладошка вниз. Вот, пронация. Как только мы увидели эту параллельность, ну, эту параллельность этих вещей, то, соответственно, теперь мы можем нарисовать. Соответственно, то, что увидим. Итак, еще раз. Новый слой. Тарам-дам. Закрываем предыдущий. Так, поехали. Рисуем эффект супинации и пронации. Что это будет? Попробуем снова воссоздать локтевую кость. Здесь и здесь. Поворот. Здесь. И поворот вот этой точки. Если здесь у нас был блок, вот эта часть, то получается так, что вокруг этой точки, вокруг этой поверхности и вокруг этого краешка мы видели вот эту часть раскрытой параллельной формы. Здесь и здесь такие две параллельные. Одна кость лежит здесь, другая кость лежит здесь. Вот этот эффект. Одна заканчивается здесь, другая заканчивается здесь. В тот момент, когда мы начинаем вращать эту кость, то получается, что вот от этой точки, вот в эту точку, мы получаем переброшенный момент лучевой кости. То есть она перешла вот в эту сторону. Как только она передвинулась в эту сторону, мы увидим следующее состояние, что она покидает вот это положение и оголяет нам вот эту величину, то есть вот этот поворот. Раз, появляется локоть, появляется пространство здесь, и мы видим, что территория бицепса, которая была здесь, территория предплечья, которая была здесь, территория вот этой величины мышц предплечья здесь, и вот этот локоть оказался открыт сейчас для нас, то есть развернулась форма. Вот. И через этот край, через эту поверхность мы увидим провисающую поверхность вот этой части. Раз, переход сюда, увидим наполненную массу этой величины, и отсюда увидим кисть, спускающуюся сюда вовнутрь. То есть вот так изменится структура формы. Поэтому вот эта вся масса предплечья, вот здесь, вот эта часть оказалась вот здесь наверху, а вот эта масса локтя получилась открыта в данный момент. Мы ее увидели вот здесь. И поэтому увидели вот этот край с провисающими снизу, сгибателями, которые только что были с другой стороны, то есть переброшены. А здесь открылась эта поверхность. Соответственно, мы видим следующую схему. Мы видим прям вот эту плоскость с наложенным объемом мышц предплечья, с головкой вращения лучевой кости и одновременно с локтем, который оказался здесь снизу открытым. И также увидели сразу провисающий объем мышц сгибателей, которые уходят в эту сторону. Раз форма, два форма, три. Раз объем, два объем, три объем. Вот эта масса, состоящая из трех пучков, раз, два и три, три вот этих объема, они как бы закрывают собой вот эту линию здесь и здесь, линию бицепса, которая находится здесь наверху. Вот этот момент перекрытия этого объема, он очень важен, потому что территория вот эта останется светлой, территория бицепса в данном случае будет становиться темной, а это будет светлая. Постепенно этот цвет будет исчезать, потому что форма закрывается, то есть мы закрываем эту территорию. И потом мы видим такое же темное пространство уже локтя, потому что он внутрь ушел, то есть он подвернут в эту сторону. Поэтому очень часто в рисовании вы будете видеть вот такой путь. Вот такой путь тона, уходящий сюда, полностью закрывающий эту территорию. И вот здесь переходящий уже в другую сторону. Раз объем, два объем, раз объем, два объем. Вот так. Спускаемся сюда, раз объем, два, вовнутрь, край и поворот. Вот эта территория разворота очень такой, достаточно часто встречающийся способ за выражение предплечья, потому что это эффект пронации, кисть направлена вовнутрь. Но эффект полупронации тоже часто встречается. Вот. Давайте посмотрим теперь на внутреннюю сторону еще разочек. Угу. Что мы сделаем теперь? Теперь мы попробуем сделать следующее. Мы делаем так. Сразу врисовываем территорию плеча. Сразу врисовываем локоток и держим территорию плечевой кости, удаляющейся вовнутрь с головкой, переходящей сюда. Тут же ставим локоть, спускаем его вниз и к точке края плечевой кости тут же прикрепляем лучевую кость, которая ушла в обратную сторону. То есть развернули ее.
заканчиваем форму здесь. И разворот руки дает нам следующий эффект. Смотрите. Точка раз обхватывает, выход вниз, край обхватили, головка здесь, луч ушел вовнутрь, появился с той стороны. В результате только что стоящая плоскость вот здесь, имеющая вот такое направление, так и сохранила свое направление вот здесь. То есть в нижней части предплечья так и работает эта линия. Но вот эта линия, которая началась здесь наверху, имеющая вот такой поворот вот здесь, постепенно разворачивается, то есть идет такой момент вращения этой поверхности. И теперь она оказалась уже с обратной стороны, и теперь вся эта форма уже идет под другим углом. То есть теперь вот он, ствол, который начинался вот так. Здесь же наоборот, этот локоть как начал параллельное движение относительно двух мыщелков с одной и с другой стороны. Вот здесь. Он сохраняет эту параллельность, и наш трицепс так и будет идти вот в таком положении. Раз, два, три. То есть он не изменит свою структуру. И по отношению к этому локтю мы будем видеть схождение бицепса от трицепса вот так вниз, который будет прятаться опять же под линию вот этого луча. То есть будет вход раз, вот туда, вовнутрь бицепса, а трицепс будет сохранять эту параллельность. И вот в эту точку придет дельта, который закроет этот объем. Но дельта по-прежнему будет сохранять свою параллельность этой же формы, и она ее не отменит ни в коем случае. То есть будет раз поворот края, два поворот края в эту сторону, и здесь поворот. Так как здесь у нас с вами будет сухожилие, которое приходит от трицепса, вот в эту часть, вот сюда прикрепляться, то вся эта территория будет открыта достаточно плоским сухожилием, а два объема, более глубокий, более длинный объем наружный трицепса, он вот так уходит в эту часть, наполняя пространство. Более короткий наружный пучок, он даст вот эту массу, из-за чего и возникает ощущение непараллельности взаимоотношений. То есть как будто бы вот эта часть чуть длиннее, эта часть чуть короче, но тут самое главное не попасться на этот эффект, а наоборот чувствовать абсолютную параллельность объема здесь, с этой точкой, и чувствовать параллельность плеча, но уже не через структуру верхнюю вот здесь, а через структуру боковую, которая удерживает перпендикуляр этого края. Очень интересная штуковина. Сам эффект супинации, который у нас находится здесь, и пронации, в данном случае пронации, развернувший кисть в обратную сторону, вот так, который развернул эту территорию, все время делает один очень важный момент. Вся территория кисти, привязанная к лучевой кости, будет происходить так. То есть раз, кисть привязана к этому просто. И что бы ни происходило, кисть всегда будет оставаться относительно большого пальца, относительно этой формы, здесь выходящей к этой точке. Так вот, что бы ни происходило, кисть, перекидываясь в обратную сторону, вот уже в эту сторону, всегда следит за вот этой частью луча, Поэтому, чтобы не произошло, например, дальше, то край кисти всегда следит за этой массой, то есть всегда следит за этой территорией. Это очень важный момент. Зачем он следит? Он следит всегда вот за этой массой, вот за этой территорией. И поэтому здесь, что бы ни происходило, будет возникать пространство вот этой пустоты, трехгранного хряща, который вот в этой части будет находиться. Он, собственно говоря, и позволяет кисти активно двигаться во внутреннюю сторону к локтевой части и не дает как бы движения в обратную сторону, потому что вот здесь мыщелок лучевой кости очень быстро принимает в себя вот этот край запястья, который упирается вот в эту точку. Поэтому здесь движение в сторону большого пальца минимальное, а в сторону мизинца очень активное движение будет. Под углом 45 градусов вы можете увидеть ту же самую ситуацию, когда не та рука, вот так. Да, будет такое движение. В эту сторону не идет, а в эту сторону идет очень активно, а в эту сторону не идет. То есть вот это движение за лучом. Вот. Так, теперь возвращаемся на стол, на планшет. Угу.
так, сюда. Вот. Как только мы разобрались с этим механизмом, то есть с его построением, то дальше начинается просто постепенное отслеживание следующих систем. Например, если рука направлена на вас, и рука движется вот так, и объем локтя точно так же движется на вас, вот эта структура, то очень важно понимать параллельность двух объемов относительно мыщелка и через блок выход, и через вот эту точку параллельность или же закрученность формы сюда-сюда. Что это меняет? Это меняет вот это сечение предплечья. В положении пронации вот это сечение всегда круглое. В положении супинации это сечение будет всегда плоским. Потому что здесь кости стоят параллельно, а здесь кости наложены друг на друга. То есть раз, два идет вот такое наложение. И поэтому в центральной части эти кости перекрещиваются, и межкостное пространство, которое только что было здесь, вот это межкостное пространство, которое только что присутствовало, вот в этой части огромное пространство, оно полностью исчезнет. То есть полностью закроется, и теперь внутри этой величины, вот здесь, есть совсем другой механизм поворота. Вот. По сути своей... Ого. Так, по сути своей, так. Да. По сути своей это все, что нужно было знать про локоть, для того, чтобы начать его изучать. Вот, лекция получилась короче, чем мы думали, но зато сзади есть Брейгель. Вот, мы немножко подредактировали ситуацию, чтобы вам было повеселее. Вот, поэтому, друзья, это будет продолжаться, так что ждите анонсов и увидимся. Счастливо. Я должен закончить теперь как-то трансляцию. Вот здесь остановить трансляцию. Еще раз счастливо.